Друзья, всем огромный привет! И недавно, буквально в предыдущем видео, мы с вами научились, как в Midjourney создавать реалистичные арт-изображения. И сегодня мы продолжаем с вами изучать нейросети. И в этом видео я вам расскажу, как при помощи нейросетей можно просто в один клик быстро, шикарно произвести ретушь ваших фотографий. И это вам будет полезно, особенно если вы коммерческий фотограф. Но если даже вы любитель и пока еще не зарабатываете на фотографии, такая ретушь при помощи интеллектуальных нейросетей вам также будет полезна, потому что это намного упрощает, ускоряет вашу обработку, и вы больше времени можете потратить на творческую инициативу. Я недавно принимал участие в одном грандиозном проекте, и после съемки нам пришлось обрабатывать много портретов. Потратив кучу времени, мы поняли, что не успеваем выполнить работу в срок, и мы обратились за помощью к нейросетям. Изучив рынок бесплатных предложений, мы ничего интересного не нашли. Ну, так уж устроен наш современный мир. Если хочешь получить качественную услугу, то она обязательно будет стоить денег. И вот на рынке платных приложений покопаться было куда интереснее. Я не буду в этом видео рассказывать, кто был хуже и почему, а сразу перейду к результатам нашего исследования. Остановились мы на плагинах Retouch for Me, которые при помощи нейросетей мгновенно ретушируют фотографии. Проект был успешно закрыт. Заказчик остался более чем доволен, мы, соответственно, тоже. Не могу вам показать работы из проекта по условию договора, воспользуюсь другими фотографиями и быстренько покажу вам, что это за плагины, как ими пользоваться и каким образом можно получить огромную скидку на эти плагины. Итак, не будем терять больше времени, поехали! Друзья, мы с вами в фотошопе. Замечательный портрет вот этой замечательной девушки я обработал. Давайте я сделаю немного покрупнее, и мы посмотрим, как отработали плагины Retouch for Me. В первой группе я выровнял тон кожи, убрав покраснение, и осуществил ретушь мелких недостатков кожи. Это было сделано буквально в один клик. Давайте посмотрим, какое изображение было до обработки и какое стало после. До, после. В верхнем слое я придал объема и резкости глазам. Давайте также посмотрим до, после, до, после. И осталось самое сложное — устранить блики на коже, которые образовались в результате использования студийного света. И такие блики, когда полностью теряется натуральный естественный цвет кожи, происходит еще по причине жирной кожи, либо макияжа, который нанесен на лице модели. И плагин Retouch for Me, который называется Mattify, на нем хотелось бы остановиться подробнее, он как раз автоматически определяет блестящие жирные участки кожи и восстанавливает натуральный цвет кожи в тех местах, где он был потерян. Нажимаем сочетание клавиш Alt-Ctrl-Shift-E, создаем дубликат слоя, идем в фильтры, Retouch for Me, здесь выбираем Retouch for Me Mattify. Плагин отрабатывает автоматически, верхний ползунок позволяет нам снизить интенсивность этого плагина, я предпочитаю это делать в фотошопе. Если вам необходимо создать отдельно маску изменений на пустом слое, вам необходимо кликнуть Make Mask. Дальше вы можете доработать эту маску либо резинкой, либо кистью. Резинка убирает действие плагина, кисть возвращает действие плагина назад. В нижней панельке прямо подо мной находится определение портрета. Он крупнолицевой, поясной или в полный рост. Как правило, автомат работает идеально. Я ни разу не видел, чтобы он споткнулся. Но если вы хотите, можете понажимать эти кнопки. Возможно, в ручном режиме вы получите более лучший результат, чем в автоматическом. Маску я создавать не буду. Мы работаем оперативно, портретов много. Кликаем Apply. Как вы видите, мгновенно блики все у нас устранились. Давайте посмотрим, нажимая на глазик, какое изображение было до и какое стало после. До, после. Давайте я еще раз сниму глазик и обращу ваше внимание на эти блики. Помимо того, что здесь теряется цвет кожи, здесь появляется видимость таких еще неровностей на лице, ощущение каких-то бугров. И этот плагин полностью убирает эти недостатки. Но и также можно заметить, что когда сильно убираются блики, то теряется объем. Давайте мы теперь подвигаем непрозрачность слоя и добавим легкий намек блеска. Остановлюсь я на значении 78, и как показывает практика, у меня эти значения варьируются от 50
до 80. Если мы при этом хотим какой-то блик сделать немного наиболее интенсивнее, то просто-навсего сюда, к верхнему нашему слою, добавляем маску. Дальше берем мягкую кисточку, смотрим, чтобы цвет ее был черный. Допустим, я на носу хочу сделать блик немного побольше. Увеличиваю кисточку. Непрозрачность ставлю где-то 30%, нажатие оставляю 100. Теперь я глазиком посмотрю, где у меня был этот блик. И просто вот здесь немного проведу по этому блику. Вот так вот. Так, мне кажется, небольшую изюминку я в этот портрет добавил. Кликаю Ctrl-0. И давайте еще раз посмотрим, какая фотография была до применения плагина и после применения плагина. Исправление настолько тонкое и ювелирное, что мы даже не видим работу этого плагина. Это самое главное. Нейросети сработали просто идеально. Мои аплодисменты и жирный лайк. И, друзья, конечно же, все, кто смотрит это видео, если вы перейдете по реферальной ссылке, которая будет находиться в описании к этому видео, вы получите огромную скидку на любой плагин Retouch for Me в размере 20%. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на преимущество этого плагина. Плагины разрабатывали профессионалы на протяжении многих лет, оттачивали и усовершенствовали свои инструменты. С уверенностью можно сказать, что дают эти плагины. Во-первых, плагины сохраняют оригинальную текстуру кожи, что умеют далеко не все плагины. Результат вы получаете нажатием одной кнопки, и вы только что сами в этом убедились. Пакетная обработка позволяет вам сэкономить кучу времени. И отдельно мне хотелось бы акцентировать ваше внимание на следующих преимуществах. Ну, во-первых, это разовая покупка бессрочной лицензии, что в наше время удивительно, потому что практически все требуют подписку. Также вам дается 3 ключа на разные ПК. Интеграция Photoshop, Capture One и Lightroom. Чуть позже я вам покажу, как это работает. Эти плагины легко интегрируются как в системе Windows, так и в системе iOS. И что немаловажно, могут работать автономно на локальном ПК. А это значит, можно работать в дороге без подключения к интернету. Как плагины работают в Photoshop, мы с вами видели. Давайте посмотрим, как эти плагины могут работать в Lightroom. Ну, мало ли, вдруг вы в Photoshop не работаете. Итак, мы с вами в Lightroom. Нажимаем правой кнопкой мыши на изображение. Здесь мы видим «Изменить в». И после установки все ваши плагины встанут в Lightroom вот в эту панельку. И вы также из Lightroom можете запускать. После чего вам останется кликнуть только кнопку редактирования. И вас тут же перебрасывает в плагин. Обработка происходит автоматически. Я убрал мелкие недостатки кожи. Кликаем кнопочку «Сохранить». И свернув плагин, мы с вами увидим, что в Lightroom появилась обработанная фотография. Здорово! Теперь перейдем в Capture One. Для того, чтобы в Capture One нам поработать с плагинами Retouch for Me, кликаем на изображение правой кнопкой мыши, наводим курсор мыши на «Открыть с помощью», выбираем здесь «Обзор», переходим к месту хранения ваших плагинов. Находятся эти плагины в папке Program Files, ищем по алфавиту Retouch for Me. Здесь каждая папочка под свой плагин, и какой плагин нам необходимо открыть, выбираем его и кликаем «Открыть». Надеюсь, друзья, видео было полезным, и предоставленный сегодня материал позволит вам ускорить и улучшить вашу работу с вашими замечательными фотографиями. А на этом все, друзья. Жмите, пишите, подписывайтесь, кто не подписан. Желаю вам творческих высот, мира и добра всем. До новых встреч! Thank you.